Привет, друзья! В этом видео расскажу про мифы о проекте Stepon, которые в огромном количестве есть на YouTube. Они начались, наверное, с YouTube, потом переползли на разные форумы. И, конечно, я, как и многие люди, перед тем, как заходить в какие-то проекты, всегда смотрю много разных видео, читаю разные форумы. В общем, начитался, насмотрелся и думаю, сейчас я точно прокачаю аккаунт, классно будет заработок классный и окупаемость будет классная. В общем, купил я кроссовок, дал его жене, сказал, вот ходи, а я буду сейчас применять тут механики, которые я посмотрел на ютубе. Я все видео на ютубе пересмотрел. И будет все круто. В общем, начали мы прокачивать этот кроссовок, ходить. И спустя несколько дней я понимаю, что вроде бы уровень повышается самого кроссовка. Вроде бы монетки зарабатываются, но срок окупаемости все дальше и дальше. И вроде вот кроссовок должен был купиться изначально там за 34, например, дня, а потом проходит еще 10 дней, и ему еще 30 дней окупаться. И я начал задумываться о том, что, скорее всего, что-то я делаю не так. И стал читать уже какие-то зарубежные форумы, стал смотреть зарубежные видео, официальные источники стал читать, не русское комьюнити, то, что написано в русском комьюнити, тоже такое можно на два разделить. И то, что админы отвечают в русском чате, это, честно говоря, не всегда соответствует действительности, та информация, которую они дают. Поэтому я начал читать зарубежные официальные источники про Степан и купил уже себе кроссовок на свой аккаунт и начал ходить и прокачивать его уже вот по этим рекомендациям. Ну и вот посмотреть, что вышло. Вот это аккаунт жены. Здесь за 2 энергии, за одну ходьбу непрерывную, все как бы в пределах той нормы, которая здесь расписана, от 1 до 6 километров. Здесь волкеры обычные. 9,66 монет заработано на 9 уровне. То есть это монеты GST, которые заработаны после ходьбы. От них еще нужно вычесть монеты, которые уйдут на починку. На починку ушло 1,65. И еще раз, это кроссовок с 9 уровня. Мой кроссовок 6 уровня был на тот момент с абсолютно такими же характеристиками. Посмотрите, сколько монет он заработал. 9,64. На 0,2 монеты меньше, 0,02 меньше, чем кроссовок, который 9 уровня. Тоже истратив 2 энергии, точно такие же волкеры, ну, то есть характеристики абсолютно одинаковые, там на 0,2 буквально отличаются. Самое главное, что целые числа абсолютно одинаковые. Ну вот сейчас он у меня 7 уровня, я сомневаюсь, качать ли его дальше, потому что для меня в первую очередь важно окупить кроссовок, а потом я уже буду качать там сколько хочу. Так вот, давайте начнем уже с этих мифов. Первый миф о том, что кроссовки нужно качать как можно выше, а потом уже ждать окупаемости. Это миф самый такой нелепый, наверное, потому что просто даже проведя простые подсчеты, за каждый уровень вы платите соответственное количество монет GST. Например, чтобы повыситься до 8 уровня, платите 8 монет, чтобы до 9 уровня 9 монет, до 10 10. Если вы сложите просто все эти монеты до 30 уровня, например, то вы поймете, что вы уже кроссовок 2 раза окупите, если будете продавать свои монеты, нежели чем будете повышать уровень. Если вам важна окупаемость там в полгода, то вы можете так делать. Если же вы хотите купить кроссовок как можно быстрее, то вам нужно просчитать, сколько уровней и до какого уровня вы хотите его качать, а на каком уровне уже повышение становится не совсем целесообразным. Мы сейчас, внимание, говорим про быструю окупаемость. На YouTube есть очень много видео, которые говорят о том, что нужно качать и как нужно качать. Есть самое популярное видео на русскоязычном YouTube, которое за первые 2 недели набрало 100 тысяч просмотров. Там и табличка была в описании, которую можно было скачать. В этом видео я сейчас не буду специально называть канал, чтобы не вступать в какой-то конфликт, тем более не хочу никого хейтить, но в этом видео 70% было просто ахинеи полнейшей. Притом человек говорит о том, что мы с командой, значит, все это протестировали. С какой командой, если там, ну, я в этом проекте в Stepon меньше месяца. И ошибки просто очевидны. Там не то, что ничего не протестировано, там, наверное, закрыв глаза, все это так смотрелось. Короче, я прям очень сильно меня, вот это видео меня очень сильно раздражило, то, что оно очень много просмотров набрало, и очень много людей на это повелось, на эти все таблички и на то, как нужно прокачивать. На самом деле, все эти люди зарабатывают сейчас монет меньше, чем могли бы, если бы они не слушали вот таких видео на YouTube. Значит, в чем суть? В этом видео говорилось о том, что нужно прокачивать показатель прочности до 14 единиц. До 10, как минимум, пока вы прокачались до 10 уровня, у вас уже должна быть прочность 14 единиц для того, чтобы, ну, все было эффективно.
На самом деле, посмотрите вот на этот сайт, который называется Step and Guide. Это не официальный сайт, но в официальных источниках есть на него ссылка, и это такой калькулятор, в котором вы можете почитать, посчитать вот свой уровень здесь, ввести, например, 7, свои базовые характеристики вот здесь в разделе Base, вы можете ввести свои базовые характеристики кроссовок. Ну, давайте я, например, введу вот здесь 6,4 и 9,2 мой последний показатель. 6,4, последний показатель 9,2. Вот здесь удача и комфорт я поставлю по единице, потому что абсолютно все равно, какая у вас удача и комфорт, пока у вас нет даже 30 уровня, то на эти показатели можете даже не смотреть. Нажимаю кнопочку Optimize, и вот здесь у меня рассчитывается, какие характеристики до скольки мне нужно прокачивать для того, чтобы получать больше всего монет. Ну вот, у меня, в принципе, этот кроссовок прокачан, соответственно, тому, что здесь написано, значит, все в эффективность и прочность до 10 единиц. Вот видите, как и здесь показано. Здесь показано, сколько денег я буду зарабатывать, сколько монет я буду зарабатывать и сколько я буду тратить на починку. Таким образом, вот этот калькулятор пишет, что я в день должен зарабатывать 8,33. Давайте мы сейчас посчитаем просто. Если бы я вот эти 4 поинта вложил в прочность, до 14 прокачал прочность, то я бы получал 8,08. Вы скажете, что это немного, но с увеличением уровней вы будете получать все меньше и меньше монет, потому что когда-то вы 4 поинта закинули в эффективность. И этот сайт, он на самом деле полезный, но ему нельзя на 100% тоже доверять, потому что он очень часто ошибается. Смотрите, в общем, если указываю даже тут 10 уровень, нажимаю Optimize, мне показывает, что эффективность не нужно качать выше 10. Все нужно, извиняюсь, комфорт, какой прочность, не нужно качать выше 10. Нужно все закидывать в эффективность. И даже на 12 уровне он показывает, все нужно закидывать в эффективность, прочность не выше 10. На 13 уровне он тоже показывает, что все нужно закидывать в эффективность. И только на 14 уровне, если я нажму Optimize, он мне показывает, что прочность нужно прокачать до 14. То есть только на 14 уровне становится целесообразно качать прочность выше 10. Поэтому если у вас прочность 10, то все, больше не нужно, если у вас уровень не выше 14. Только на 14 уровне становится выгодно качать прочность. Вот этот сайт очень показательный такой, на котором вы можете примерно рассчитать, сколько вы будете зарабатывать и сколько будете тратить на ремонт. В общем, еще раз скажу, что он не официальный, но в официальных источниках есть ссылка на этот сайт. Ну, вот здесь, кстати, вверху язык английский, русский пока что недоступен, но то есть он в разработке, я думаю, что скоро здесь появится русский язык. Далее. Второй миф, который говорит о том, что чтобы больше зарабатывать, нужно ходить с какой-то определенной скоростью. И люди на форумах обсуждают, с какой же скоростью нужно ходить. Ну, то есть, если у вас, например, волкеры, вам не то, что от 1 до 6 км в час нужно ходить, а вот оптимальная скорость от 4, например, на волкерах. И вам нужно идти со скоростью 4 км в час, тогда вы будете больше всего монет зарабатывать. Если вы будете идти со скоростью 6 км в час, средняя ваша скорость будет 6 км в час, то вы будете зарабатывать меньше монет. Это тоже полнейший бред. Протестировано на себе, и ходил я со скоростью 1 км в час, там 1,5, и со скоростью 5,5 км в час, и посредине там 4 км в час. И единственное, что я понял, что абсолютно неважно, с какой вы скоростью идете. Монеты начисляются рандомно. Вот пишут, как в интернете, что вы идете, и вот смотрите, значит, с какой скоростью вы идете, период начисления вам покажет, с хорошей вы скоростью шли или нет. То есть много вам монет насыпало или нет. Насыпает вам монет прям как в казино. Вот здесь это сделано прям, да, то, что монетки набиваются, их количество так вот увеличивается. Иногда их может насыпаться чуть больше, иногда чуть меньше. Из-за этого возникает очень много у людей домыслов о том, что, скорее всего, это из-за того, что я сейчас шел быстро или бежал быстро. На самом деле абсолютно все равно. Я пообщался с другими людьми, англоязычными, поспрашивал у них, у кого там раннеры, у кого тренеры. Абсолютно все равно. Монеты начисляются рандомно. Поэтому один раз вы можете пройтись, и у вас начислится 10 монет, а другой раз вы можете пройтись, и у вас начислится 11 монет. Это не значит, что вы как-то лучше или хуже шли. Это просто рандом. Более того, вот мы с женой, например, идем по улице с одинаковой скоростью. И у нас в один период начисления мне может начислиться больше, ей меньше, или наоборот. То есть здесь абсолютно все равно, и скорость точно никак не влияет на начисление монет. Еще один миф, то что монеты, которые у вас есть на балансе, влияют на то, сколько вы зарабатываете. Мол, если у вас больше GST лежит на кошельке Spending, то вы будете больше зарабатывать. Это тоже не так.
совершенно все равно, хоть у вас там 100 монет лежит, хоть 0 монет у вас лежит, вы можете каждый день выводить деньги со степна, и от этого ваши доходы не уменьшатся. Еще, кстати, очень интересный факт про вот эти сокеты для вставки камней. Самый дешевый камень, который вы можете вот сюда вставить, это камень на прочность. Поэтому, когда вы прокачиваете свои характеристики, то прочность прокачивайте в последнюю очередь, и лучше всего там плюс 2 прочности, по-моему, самый дешевый камень вам дает. Поэтому зачем закидывать эти 2 поинта в прочность, когда вы можете их обеспечить камнем, а сами лучше закиньте характеристики в эффективность. Тут опять же смотрите в зависимости от того, на каком вы уровне, потому что на маленьких уровнях за 10 монет открывать сокет для камня, потому что потратить соло, чтобы купить камень, неэффективно, если вы хотите быстро окупиться. Это лучше делать на высоких уровнях, когда повышение уровня для вас уже стоит дороже, чем открыть вот этот слот под камень. Вот они, видите, на прочность гемы стоят 0,1 солана, дает вам 2 прочности. Это первого уровня, вот такой гем. Если отфильтровать по эффективности, то они стоят уже 0,8 солан. Не 0,1, а 8 раз дороже, понимаете? То есть вот эта вот ошибка, когда люди качают прочность, а потом им уже прочность не нужна, и они покупают гемы на эффективность. Хотя вам дешевле было купить гем на прочность. А прокачивать лучше поинтами именно эффективность. Вот на это тоже обратите внимание. Вот так. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Я еще выпущу свою стратегию развития на Степан. Эта стратегия будет для самой быстрой окупаемости, для тех людей, которым это важно. Опять же, если вам абсолютно не важна окупаемость, то вы можете делать все, что угодно. Вы можете повышаться хоть до 30 уровня, открывать себе прямо на 5 уровне вот эти сокеты. Некоторые люди даже соланы сюда докидывают, чтобы уровни быстрее повысить. Если вам это важно, точнее, если вам не важна абсолютно окупаемость, то можете делать, что хотите в этом приложении, вы не ошибетесь, тыкайте на все кнопки. А если же вы хотите как можно быстрее окупиться и как можно меньше сил потратить, получить как можно больше результат, то, я думаю, видео вам будет полезно. Спасибо за просмотр. Пишите в комментариях свои инсайты, которые вы поняли за время ходьбы в Степан, какие мифы, возможно, вы разоблачили от тех, которые были написаны в интернете. И мне будет полезно почитать и другим людям самые лучшие инсайты, самые лучшие мифы. Я выложу в своем телеграм-канале. Заходите туда. Если вы новичок, думаю, много полезного тоже увидите. Всего хорошего. Пока.